Всем привет, друзья! С вами сестры. В этом ролике хотим поделиться с вами всеми процессами создания вот такого стильного свадебного торта. Покажем, как правильно собрать ярусный торт необычным способом сборки, где каждый ярус будет стоять дополнительно на отдельной толстой подложке. Приготовим ганаш для выравнивания торта, объясним, как увеличить процент какао-масла в шоколаде в случае необходимости, а также покажем, как нанести рельеф при помощи трафарета и весь процесс декорирования. На каждом уровне начинка будет разной. Все размеры каждого яруса и подложек мы оставим вот в такой подсказке. Общая высота всего торта вместе с декором вышла 50 сантиметров. У нас уже готовы все бисквиты и начинки, поэтому сразу приступаем к сборке самого торта. В этот раз мы будем собирать торт не на привычном нам пеноплексе, а вот на такой поверхности. Мы использовали такие подложки уже не раз, и они отлично себя показали. Состоят они из 3 подложек, склеенных между собой, и по центру есть еще дополнительная фиксация для оси. Ось туда входит очень плотно, что иногда приходится ее сверху чем-то забивать, и достать ее уже потом практически невозможно, что гарантирует сохранность высокого торта при транспортировке. Ось мы покупаем в строительном магазине толщиной 1 см. В кондитерских магазинах также можно приобрести, но стоит она там в разы дороже. Ее нужно сразу подрезать таким образом, чтобы после сборки всего торта она не выходила за его пределы. Каким образом рассчитать высоту оси для ярусного торта? На момент подготовки мы рассчитали, что 2 нижних яруса должны получиться примерно по 15 см, а верхний около 12-13 см. Поэтому складываем все цифры и отнимаем около 7 см. Отнимаем для того, чтобы в верхний ярус ось вошла примерно наполовину, а также для того, чтобы она не получилась слишком длинной и по итогу насаживания верхнего яруса не вышла за его пределы из верхушки. Но если все же у вас получится длинноватая по итогу, то ее можно будет подрезать на конечном этапе уже на самом торте. Подложку и ось обязательно протираем спиртом и теперь фиксируем ее в отверстии. Тут нужно приложить усилия, так как отверстие очень узкое. Только на данном этапе можно это сделать, потому что если вы решите вставить ось уже после сборки конструкции торта, то попасть в него будет практически нереально. И именно таким образом мы допустили ошибку один раз, и торт у нас развалился при транспортировке. Кстати, видео есть у нас на канале, ссылку оставим в описании под данным роликом. Поэтому этот процесс очень важный, и вставляем ось именно сейчас, чтобы быть уверенным в том, что она 100% закреплена, и торт ваш в таком случае точно никуда не убежит. Для того, чтобы торт смотрелся гармонично, нужно правильно высчитать высоту и диаметры всех ярусов. Красиво и стильно смотрятся высокие торты. Поэтому для создания ярусных тортов мы увеличиваем высоту каждого яруса, добавляя к стандартному рецепту 1 или 2 слоя бисквита. Чтобы собрать ярусный торт в ровную конструкцию, необходимо, чтобы самый нижний бисквит лежал ровно по центру. Для этого нужно проделать в нем отверстие четко по центру. Чтобы сделать это ровно, можно использовать линейку или подложку, равную диаметру бисквита с отверстием по центру. Нащупываем центр в бисквите и делаем небольшую дырочку в нем. Затем нанизываем его на ось. Предварительно внизу нужно промазать кремом, чтобы бисквит хорошо сцепился с подложкой. Нижний ярус у нас будет красный бархат. Его мы уже разрезали на слои. Помните, что бисквиты нужно выпекать минимум за 6-8 часов до нарезки и сборки торта. Также заранее необходимо подготовить все начинки, так как для них необходимо время для стабилизации. Внутри торта у нас будет ягодное конфи и крем-чиз на сливках. Наносим крем из кондитерского мешка для того, чтобы толщина крема на бисквите была одинаковая со всех сторон. У нас одноразовые мешки закончились, поэтому мы скрутили кулек из силиконизированной бумаги для выпечки. Первый слой мы нанесли просто крем, равномерно его распределив по бисквиту. Во второй слой будем наносить крем и вишневую начинку, чередуя ее вот такими полосочками, которые потом при разрезе торта будут очень красиво смотреться. И таким же образом собираем все остальные слои. Итого у нас получилось 6 слоев бисквита. После того, как торт полностью собран, мы укутываем его пищевой пленкой или ацетатной лентой. Для дополнительной фиксации можно еще сверху поставить металлическое разъемное кольцо. Отправляем торт в холодильник на ночь на стабилизацию. Вторая начинка у нас будет ванильно-ягодная. Собираем ее на отдельной подложке таким же образом, как и первый торт, чередуя между собой бисквит, крем и ягодную начинку.
Чтобы избежать трещин в финишном покрытии, не забываем пропитывать бисквиты. Помните, что для ярусного торта просто необходимы подложки между каждым ярусом, так как в них будут потом упираться опорные палочки, которые мы будем чуть позже вставлять в торт. Таким образом, вес верхних ярусов не давит на внутренности торта, а вся тяжесть уходит именно на опоры и подложки, которые находятся между каждым тортиком. Верхний ярус мы собираем таким же образом. Все тортики после сборки мы отправляем в холодильник минимум на 6 часов, а лучше оставить их на ночь. Выравнивать этот торт мы будем ганашем на белом шоколаде. Готовить такой крем нужно заранее, так как ему нужно минимум 6 часов на стабилизацию. Поэтому делаем его мы также на ночь и утром уже приступаем к выравниванию самих ярусов. Всего на выравнивание этого торта ушло 3 килограмма крема. Для приготовления нам понадобится 1,5 килограмма шоколада с содержанием какао-масла не менее 32%, глюкозный сироп 180 грамм, сливки жирностью 32-36%, 545 грамм и мягкое сливочное масло комнатной температуры 680 грамм. Обязательным условием при приготовлении данного крема это процент какао-масла, содержащийся в шоколаде. Если он будет менее 32%, то крем получится нестабильным. Когда мы делали данный торт, нужного нам шоколада почему-то не оказалось в кондитерских магазинах. Были проблемы с поставками, поэтому мы взяли шоколад с содержанием какао-масла 25% и сейчас увеличим содержание какао-масла до 33%. Добавляем на 100 грамм шоколада 9 грамм какао-масла. На 1,5 килограмма нашего шоколада берем 135 грамм какао-масла. Если у вас есть шоколад от 33% содержания в нем какао-масла, то, конечно же, добавлять дополнительно что-то в него не нужно. В сливки добавляем глюкозный сироп и ставим их в микроволновку для нагревания до хорошо теплого состояния, но не до кипения. У нас температура достигла 65 градусов. Выливаем их к шоколаду и оставляем так на пару минут. В отдельной емкости нужно растворить белый порошкообразный краситель. Нужно было это сделать еще до момента вливания сливок в шоколад. Мы про это забыли сразу, поэтому отольем немного массы и добавим сейчас краситель. Пробиваем блендером, чтобы все крупинки красителя разошлись, и вливаем это обратно в общую массу к шоколаду. Оставляем так примерно на 5 минуток, чтобы шоколад хорошо подтаял. После чего можно начинать пробивать блендером. Если на данном этапе температура опустится ниже 30 градусов, то шоколад перестанет таять и нужно будет его еще немного подогреть. Все, мы полностью растворили и пробили шоколад. Вот такой однородной консистенции он должен быть. И теперь нужно внести мягкое сливочное масло. На данном этапе очень важно, чтобы температура шоколадной массы не превышала 36 градусов, так как если она будет более теплой, то масло просто расслоится. А также очень важно, чтобы масло стало мягким и комнатной температуры. Его можно достать из холодильника на пару часов и оставить при комнатной температуре для размягчения. Теперь вносим его к шоколаду и на медленных оборотах перемешиваем. Если на данном этапе все же масло расслоилось, то где-то вы допустили ошибку в температурах. Либо шоколад был выше 36 градусов, либо масло недостаточно размягчилось. Но если все же так произошло у вас, то крем можно реанимировать. Поставить его в холодильник примерно на 10 минут, достать, перемешать миксером и повторять данную процедуру, пока не уравновесится температура и масса не станет однородной. Вот такой консистенции должен получиться крем на данном этапе. Сейчас он жидкий и работать им нельзя. Нужно оставить его на стабилизацию. В нашем помещении сейчас около 20-22 градусов, поэтому оставляем его так при комнатной температуре минимум на 6 часов. А если в вашем помещении теплее, то он просто не стабилизируется при такой температуре и нужно отправить массу в холодильник примерно на час. Таким способом мы делали крем-ганаш в предыдущем ролике. Если хотите посмотреть, как это происходило, ссылка будет в описании под данным видео. У нас сейчас в помещении прохладно, поэтому закрываем пленкой в контакт и оставляем так на столе стабилизироваться. Крем у нас постоял всю ночь и на утро он стал погуще. Сейчас взобьем его. На данном этапе крем-ганаш станет еще немного густее и посветлеет. Сразу включаем медленную скорость миксера, а потом немного увеличиваем до средних оборотов. Долго не взбиваем, иначе крем сильно загустеет и им будет неудобно работать. У нас ушло около минуты.
работаем. Вообще данный этап не обязательный, крем-ганаш можно тут и не взбивать. Вот такой консистенции он у нас получился. Плотность ганаша на данном этапе будет зависеть от температуры в помещении. Если у вас прохладнее на кухне, то крем получится более плотным. Сейчас приступим к выравниванию тортиков. Они также стабилизировались уже, отстоялись ночь в холодильнике и готовы к выравниванию. Наносим крем при помощи лопатки или кондитерского мешка и выравниваем обычным способом. Если шоколад хорошо стабилизировался, то он очень быстро схватится на торте. И работать с таким кремом нужно быстро. Наносим крем в два этапа. Первый слой будет черновой, который позволит собрать все крошки, после чего ставим его в холодильник для застывания. По желанию заказчика оформление торта было необычное, и каждый ярус должен стоять на такой маленькой ступеньке. И мы решили для создания такой ступеньки использовать просто 3 подложки из ДВП, склеенные между собой, края которой мы в будущем будем обклеивать атласной лентой. Поэтому сейчас склеиваем между собой подложки двухсторонним скотчем. Диаметры подложек нужно было вымерить заранее, чтобы после того, как мы обмажем ярусы кремом, они гармонично смотрелись между собой и равномерно увеличивались одинаковым шагом. И вот что получилось. Сейчас переставляем верхний ярус на данную подложку, предварительно для сцепления промазав ее кремом. Проверяем расстояние от тортика до края подложки линейкой, чтобы оно было со всех сторон одинаковое. Выравниваем таким же образом, нанося сразу черновое покрытие, а после чего отправляем торт в холодильник. Также поступаем и со вторым ярусом. Переставляем его на подложку, проверяем линейкой, ровно ли размещен торт, выравниваем и отправляем в холодильник. За это время нижний ярус уже хорошо застыл, и теперь можно наносить более толстый слой ганаша для финишного выравнивания. На данном этапе мы решили сразу вставить опорные палочки, а потом уже окончательно выровнять тортик. Для этого мы используем деревянные шпажки толщиной 8 мм. Заказываем мы их на Wildberries. Они бывают разного диаметра и длины. Так как сверху будет еще наноситься слой крема, мы подрезаем шпажки таким образом, чтобы они на 2-3 мм выступали сверху. Но они должны быть обязательно все одной длины. Данный процесс можно делать и после финишного выравнивания. Но мы решили сделать это сейчас. Очень важно, чтобы шпажки не выходили за пределы подложки верхнего яруса. Если сделать тут что-то неправильно, то тяжесть верхних тортов будет давить на нижний ярус, а она должна приходиться на опоры, которые обязательно должны упираться в подложку верхнего яруса. Теперь приступаем к финишному выравниванию. Наносим крем на верхнюю поверхность торта так, чтобы он был вровень со шпажками, и ни одна из шпажек не торчала даже на миллиметр из крема. Помните наш развалившийся торт, который мы уже показывали в предыдущих роликах? Так вот, причина нашей неудачи была в том, что мы центральную ось не закрепили в отверстии изначально, и скорее всего одна из шпажек была выше других и установлена таким образом, что выходила за пределы крема. И в какой-то момент при транспортировке торт просто начал заваливаться на бок. А за счет того, что не была крепко установлена центральная ось, мы потерпели неудачу, о которой делимся с вами, чтобы уберечь многих от стресса, который может получить кондитер в такой ситуации. Поэтому внимательно устанавливайте шпажки, чтобы они не выходили за пределы торта и были все одной высоты. А ссылка на ролик с развалившимся тортом будет в описании под данным видео. Сейчас мы видим, что крем на нашем торте смотрится недостаточно белым, как это нам необходимо в данном декоре. Поэтому отправляем торт в холодильник и закрашиваем оставшийся крем порошкообразным красителем. Откладываем часть крема в отдельную емкость, добавляем краситель и протираем сразу лопаткой. Но, как видите, лопаткой не выходит и крупинки не растворяются до конца. Поэтому перекладываем в более глубокую емкость и перебиваем все блендером. Затем вносим закрашенную массу в крем и перемешиваем миксером на малых оборотах. И опять приступаем к выравниванию всех ярусов. Край тортика можно не доводить до идеального состояния, чтобы он вышел четкий и ровный после того, как торт хорошо охладится. Можно его срезать острым ножом. Кусочки крема, которые остаются к основному крему, не кладем. Сейчас еще раз подравниваем торт при помощи шпателя. При необходимости накладываем еще один слой крема.
также делаем и с другими ярусами, добиваясь ровной разглаженной поверхности, после чего отправляем в холодильник для охлаждения. В данном торте на нижнем ярусе у нас будет рисунок, сделанный при помощи трафарета. В нашем арсенале инструментов есть еще режущий плоттер, который без труда помогает нам вырезать любые трафареты. И таким образом у нас получаются различные рисунки. Нижний ярус очень хорошо охладился, и теперь прикладываем на его трафарет. Сверху наносим небольшое количество того же крема, которым мы выравнивали ярусы. Равномерно его распределяем и снимаем излишки шпателем. И делаем так по кругу всего яруса. Далее приступаем к сборке остальных ярусов. Перед тем, как это сделать, нужно края толстых подложек обклеить атласной лентой. Приклеиваем двусторонний скотч и сверху наносим ленту. Теперь определяемся, где будет лицевая часть торта. Наносим немного крема, чтобы произошло склеивание подложки и нижнего яруса. И устанавливаем верхний ярус. Мы решили вам показать, как действовать, если просчитались с размерами и длина оси будет выше, чем это нужно. Она должна входить в верхний тортик примерно наполовину. А если вышло так, что она оказалась выше, нужно подложить что-то на поверхность торта и отрезать при помощи пилки лишнюю часть оси. Но лучше на начальном этапе сборки торта все четко рассчитать. Мы отрезали лишнее, и теперь нужно вставить опорные палочки и на данный ярус, чтобы вес верхнего торта приходился на них. Вставляем сразу одну опору, отмеряем нужную высоту и по высоте данной опоры отрезаем все остальные палочки. Так они получаются все одной высоты. Теперь вставляем их в торт, следя за тем, чтобы они ни на миллиметр не выходили за пределы торта. Если немного выпирает опора из крема, достаем ее из торта щипцами и подрезаем. Мы вставили 5 опор, теперь промазываем кремом и устанавливаем верхушку. На средний ярус наносим инициалы молодожен при помощи трафарета. Делаем это таким же образом, как и в нижнем ярусе. Теперь отправляем торт в холодильник, а за это время подготовим декор. Он у нас будет с использованием живых цветов. Всегда смотрится красиво и элегантно пионовидные розы. Иногда, чтобы их найти, нужно объездить не один магазин, но это того стоит. Цветы обязательно моем и изолируем. У нас на канале есть подробное видео о том, как мы это делаем. В том ролике мы показываем способ, как можно изолировать цветок, чтобы он сохранял свою свежесть в торте до нескольких дней. Но данный торт этого не требует, и уже спустя пару часов он будет доставлен в ресторан для нарезки. Для этого мы предварительно вымыли под проточной водой цветы, подсушили их, подрезали и просто стебли обмакнули в шоколадную глазурь. То же самое сделали и с зеленью эвкалипта. Перед тем, как вставлять цветок в торт, так как покрытие достаточно плотное, нужно проткнуть его шпажкой. Инициалы мы покрыли серебряным контурином, разведенным в растительном масле. Вот такой красавчик у нас получился. Теперь отправляем торт в холодильник на охлаждение примерно на 2 часа, но лучше больше, и отправляем на доставку. Перевозим мы такие торты всегда в собранном виде. Для этого используем коробки, которые приобретаем в кондитерских магазинах. У нас в Минске часто бывают коробки высотой 45, 50 и 60 сантиметров. Но если нам не хватает высоты, то можно нарастить коробки любым картоном. А также для перевозки в жаркую погоду можно использовать бокс. Мы сделали его сами из пеноплекса, а в будущем планируем еще покрыть фольгой внутри. Дополнительно внутрь можно положить еще бутылки с замороженной водой. В таком боксе торты доезжают даже на дальнее расстояние в холодном виде. Напоминаем вам о нашем инстаграм-канале, где мы делимся многими нашими работами и немножко личной жизнью. Ссылку также оставим в описании под видео. Мы каждую неделю выпускаем новые познавательные ролики, поэтому не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не потерять нас. С вами была студия Сестры. До новых встреч в новых роликах.